Все-таки здесь вкусная вода. Да, вода Армении, храмы Армении, люди Армении, горы Армении. Мне кажется, что чем больше времени проходит с нашей поездки, тем сильнее становится мое желание туда вернуться. Я уже знаю, где хочу побывать в следующий раз. А в этот раз знакомство. Как говорится, галопом по Европам, чтобы успеть максимум. Берем на прокат машину и поехали. Он куда-то пальцем тычет. Мы в 50 километрах от Еревана, на полпути к южному склону горы Арагац. Там, на ее скалистом склоне, на высоте 2140 метров, на слиянии рек Амберт и Аркашен, с двух сторон защищенная глубокими ущельями, возвышается средневековая крепость Амберт. Туда по горным серпантинам ведет единственная дорога, и зимой эта крепость становится неприступной. На многие километры путь заносит толстым слоем снега. Но сейчас лето, и мы хотим ее увидеть. Название крепости предположительно произошло от Ампериберт, в переводе «крепость в облаках». И это не метафора. Из-за высоты крепость действительно часто скрывается в тумане. Когда-то это был главный оборонительный форпост, контролирующий часть Араратской долины. Возведение замка началось в VII веке, но основное строительство велось в X-XIII веках при Ваграме Пахлавуне. В 1026 году он укрепил стены и превратил крепость Амберт в свою резиденцию. Это был трехэтажный княжеский дворец из обработанных камней базальта. Высота его стен достигала 15 метров. На каждом этаже было по 5 комнат. Аскетичный и неприступный снаружи замок внутри был богато украшен. Стены комнат замка были увешаны дорогими коврами, при раскопках были обнаружены бронзовые светильники, обломки фаянсовой посуды, туалетных флаконов из расписного египетского стекла, курильницы, дорогие кубки, расписные блюда и кувшины. В общем, разная дорогая утварь. Внутри крепости находилась баня, в одной из комнат которой был водоем, прообраз каменной ванны, куда по одним трубам подавалась горячая вода, а по другим холодная, поступающая из ответвлений наружного водопровода. Кажется, она была чем-то прикрыта. Здесь была топка. Не знаю, может, снаружи такие или отсюда. Выхода тут нет. Не знаю, как она работала, но здесь под полом есть продыхи. Лишь типа воду хранили. В процессе раскопок обнаружилось, что в Амберде имелась система водопроводов и длинных туннелей к рекам. Вода хранилась в сводчатом водохранилище под первым этажом, что позволяло выдерживать осады. Но самой интересной находкой в Амберде стал армянский лаваш, который после исследования был датирован XII веком, а также оказался вполне съедобным. Эта крыша из камней сделана. Прикольно. Это крепость, где мы находимся. Север, юг, дорога, река вот эта, которая тут журчит. Мы по ней приехали. Впервые крепость была взята штурмом в XI веке турками-сельджуками.
восстановлена и во второй раз окончательно в 1236 году татаро-монголами, которые сожгли все, что могло гореть в постройках, и разрушили большинство сооружений. До наших дней практически в первозданном виде сохранилась церковь, построенная в 1026 году и названная Ваграмашем в честь Ваграма Пахлавуни. Так прошел наш первый день за пределами Еревана. О нем, кстати, у нас есть отдельное видео на канале. Смотрите, если не видели. Мы направляемся в долину реки Азат. По дороге короткая остановка у арки Чаренца, чтобы полюбоваться великолепным видом на Арарат. Ее еще называют Арка Арарата. Видите Арарат? И мы нет. А он там есть. Эх, наверное, надо, чтобы его увидеть, ехать в Армению зимой. В нашем маршрутном листе сегодня 3 уникальных места. И первое – это храм Гарни, единственный в своем роде античный храм на территории бывшего СССР. В 1945 году известный армянский художник Мартирос Сарьян случайно заметил на кладбище села Гарни надгробие с греческой надписью, которое привлекло внимание историков. Надпись на нем свидетельствует о том, что храм Гарни был построен по приказу царя Трдата I в 76 году нашей эры. Построенный в греко-римском стиле в первом веке, храм посвящен Михру, в древнеармянской мифологии богу солнца, небесного света и справедливости. Это был центр языческой культуры до того, как Армения стала первой страной, принявшей христианство в 301 году. После этого события почти все языческие святыни в Армении были уничтожены. Но почему же храм уцелел, когда все вокруг изменилось? Историки говорят, что здесь находился летний дворец армянских царей, и жена Трдата III, который и принял христианство, очень любила это место. Возможно, его красота и спасла храм от разрушения. 24 колонны храма символизируют 24 часа суток, а количество ступеней – 9 социальных классов, принятых в Древней Армении. Храм имел порог и алтарь, а на постаменте алтаря стояла статуя бога Михра. Стены были выложены без раствора, а камни скреплены железными заклепками и расплавленным свинцом. Рядом с храмом
можно увидеть остатки древнего царского дворца и бани 3-го столетия. Мы сейчас находимся на уровне настоящего пола, который был. Можно вот тут вот увидеть, как выглядели подпорки для полов. Если мы дальше пойдем, мы увидим вот здесь вот восстановленную часть пола. Как она в итоге выглядела. А вот здесь вот сохранившаяся мозаика. То есть такой же тип пола, залитый, часть мозаики осталась. В 1679 году в Армении произошло сильное землетрясение, которое разрушило множество зданий, в том числе и храм Гарни. К счастью, большинство его частей сохранилось. 10 лет, с 1966 по 1976 годы, реставраторы при помощи местных жителей собирали этот храм по кусочкам, разбросанным по ущелью. Мы в ущелье реки Азат. Около 40 миллионов лет назад, когда лава с близлежащих гор стекала в ущелье, при температуре около 850 градусов ее потоки застывали и трескались. Создавались эти невероятные формы. Симфония камней называется это место. Смотрите, как четко природа нарисовала эти 6- и 5-угольники. Они выглядят идеально. Сложно поверить, что это не дело рук человека. Ущелье реки Азат – природный памятник, охраняемый государством. Это скальный массив с проявлением столбчатой отдельности базальта. Он как огромный орган, выложенный тысячами огромных базальтовых колонн высотой до 50 метров. Невероятное творение невидимого мастера. Каждый раз, глядя на такие места, я ловлю себя на одной мысли. Природа – самый великий архитектор. Без чертежей, без повторов, без ошибок. Только время, огонь, камень, вода. И не нужно ничего говорить. Просто смотреть, просто быть. В такие моменты особенно остро понимаешь, как важно беречь то, что создано не нами. Природа не требует многого, только уважения и немного внимания. Вода холодная, холодная. Очень вкусная. В 8 километрах от Гарни, в ущелье горной реки Гохт, находится монастырь Гегард. Расположен он прямо на горном склоне, как почти все монастыри Армении, и буквально сливается с отвесной скалой. Эти каменные плиты, покрытые замысловатой резьбой, хачкары. Они есть только в Армении. Хач – это крест, кар – камень. Памятники эпохи Урарту стали прообразом первых христианских хачкаров и были призваны засвидетельствовать христианскую веру. Каждый хачкар уникален. Одни возводились в память о великих событиях, другие как обереги.
В ноябре 2010 года искусство создания хачкаров было внесено в список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества в Армении. Гегарджи – это монумент труда и веры. Он тоже, кстати, включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Монастырь был основан в IV веке на месте источника, берущего начало в одной из пещер. Поэтому изначально он получил название Айриванг, что означает «пещерный монастырь». Основателем монастыря был Григорий Просветитель, о котором вы еще услышите. Большинство строений монастыря выдолблены прямо в скалах, и это действительно впечатляет. Тот первый монастырь был разрушен арабами в IX веке. Из сооружения Ереванка не уцелело ничего. И только в XIII веке сначала братья Закарян, а затем княжеский род Прошьянов строили монастырь и сделали здесь родовую усыпальницу. Свое нынешнее название Гегард, что означает «копье», монастырь получил из захоронившегося в нем ранее артефакта, претендующего называться копьем Лонгина, копьем судьбы. Это важнейшая реликвия христианства, одно из орудий страстей. Наконечник копья, которым сотник Лонгин проткнул бок распятого на Голгофе Христа. Существуют и еще претенденты на звание «Копье судьбы», помимо армянского. Но вера, ведь она на то и вера, чтобы верить. А мы восхищаемся самим этим местом и творением рук человеческих. И то, что строение это уникально, не вызывает никаких сомнений. Вот в эти дырочки люди стараются закинуть камушки. Саша не исключение. Храм реконструируется уже довольно давно. Это, конечно, немножко портит внешний вид. Это Волга какого года? Да что ты знает. Мне кажется, это 80-х. А может быть и 70-х. Старый советский автопром. Как же много его до сих пор осталось в Армении. И зилы. Я столько зилов на ходу в жизни не видел. Азадское водохранилище мы заприметили еще по пути в Горней. Подумали, что озеро в горах стоит посмотреть. Поэтому на обратном пути, свернув с главной дороги и проехав по бездорожью еще минут 20, мы сделали остановку, чтобы полюбоваться открывающимся видом. Насколько сильно все-таки в Армении меняется пейзаж. Только что в Гегарде лесистые горы. 30 километров, и вот они уже совсем другие, пустынные, выжженные. Не один раз за эти несколько дней нашего путешествия мы удивлялись природе Армении. Какая она разная и восхитительная.
Маленький монастырь Хорвирап на юге Армении, прямо у самой границы с Турцией, один из самых непростых. Сюда приезжают не только за видом на Арарат. Здесь глубокая и очень личная история для целого народа. Хорвирап в переводе «глубокая темница». История христианской Армении началась именно отсюда, с подземелья и с одного человека. В III веке в языческой тогда Армении на этом месте была царская тюрьма. Подземная яма, служившая ранее водным резервуаром. В нее и был брошен человек, изменивший историю. Григорий Просветитель был арестован как сын предателя, покушавшегося на жизнь царя отца Трудата III, и как проповедник запрещенной религии – христианства. Считалось, что он погибнет быстро, но он провел в этой яме, по легенде, 13 лет. Выжил благодаря женщине, которая тайком приносила ему еду. А дальше тяжелая болезнь царя, чудесное исцеление Григорием своего мучителя, и в 301 году Трудат III, а с ним и вся Армения, приняли христианство. Так Армения стала первой в мире христианской страной. Что-то в этом история, что-то легенда, но глубокая темница до сих пор под часовней. После трагического геноцида армян, падения Российской империи и образования СССР, по условиям Московского и Карского договоров, часть территории в 1921 году отошли Турции, и гора Арарат оказалась за пределами Армении. Это было политическое соглашение между Советской Россией и Турцией. Армянская сторона практически не участвовала в переговорах. С тех пор гора видна, но недоступна. Символ потерь, изгнания, разрыва и символ надежды. И хотя юридически Арарат в Турции, Армения никогда не отказывалась от культурной и символической связи с горой. До сих пор Арарат изображен на гербе Армении. В 20-х годах турецкие дипломаты пытались это оспорить, и один из них как-то саркастически спросил, как Армения может иметь гору на гербе, если гора на территории Турции? На что услышал: ну и что же, у вас на флаге луна, но она ведь не у вас во дворе. И гора осталась и на гербе, и в сердцах. Ущелье ангелов – маршрут для любителей природы, который мы не осилили. В русле пересохшей реки Катуц, течение которой со временем менялось, образовался естественный пеший маршрут, не самый популярный. Ни таблички, ни храма. Природа здесь прекрасна своей трагичностью. Золотистые скалы, высушенные беспощадным солнцем, полупустыня. Машину пришлось оставить и идти пешком, не зная дороги. Жара была такой невыносимой, что мы сдались, совсем немного не дойдя до цели. Но я все же хочу показать место, к которому мы стремились, позаимствовав некоторые кадры, за что большое спасибо их авторам. Мы шли мимо мутного ручья, как вдруг услышали музыку и детские визги, заметили автомобиль и подошли. В момент мы были окружены заботой и вниманием. На импровизированный стол была выставлена еда и налито по рюмочке за знакомство. А на вечер мы уже были приглашены в гости, от чего, с сожалением, были вынуждены отказаться. Все же армяне невероятно гостеприимный и доброжелательный народ. А эта, на первый взгляд, грязная лужа оказалась бьющим из-под земли источником с минеральной, слегка газированной, кристально чистой и невероятно вкусной водой. Это было удивительно. Я позвоню. Рад был знакомиться.
Самый наш длительный день в Армении начался с небольшого городка Цахкадзор в живописной долине Цахкунийских гор на высоте около 1800 метров над уровнем моря. Историческое название поселения Кичарис на армянском языке означает «березовая роща». А это одноименный монастырский комплекс, который в XII-XIII веках был крупным духовным и образовательным центром Армении. Сегодня Цахкадзор – это горнолыжный курорт, который начинался как тренировочный центр для сборных на Олимпиаду 1980 года. Олимпийская база существует и сейчас. И вот мы поднимаемся все выше. Дубовый лес внизу под ногами, чистейший воздух и эти великолепные виды. Мне кажется, я за эти 4 дня посетил столько храмов и монастырей, сколько не посетил за всю мою прошлую жизнь. Буквально совершил паломничество. Но что не храм, то уникальная по своей красоте локация. Всегда расположение храмов настолько органично вписано в природный ландшафт. Вот и еще один небольшой храм – Айраванг, основанный в IX веке, находится на скалистом мысе озера Сиван, жемчужины Армении. Нет, ну серьезно. Посмотрите, какой вид! Легенда этого монастыря гласит, что в XIV веке во время одного из своих опустошительных набегов Тамерлан согласился оставить в живых людей, которые поместятся в этот маленький храм, и был очень удивлен его вместимостью. А дело в том, что настоятель храма, Аванес, превращал людей в голубей, спас всех. В честь него и назвали храм. Сиван – одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире, крупнейшее озеро Кавказа. Его питают 28 рек, вытекает же всего одна – Раздан. Вода в озере всегда холодная, даже летом прогревается максимум до 20 градусов. Оно и понятно, Сиван почти на 2 километра выше уровня моря. Монастырь Сиванаванг, гораздо более туристический, построен в IX веке по приказу дочери царя Ашота I. Это был остров. Тогда монахи вели здесь строгую аскетичную жизнь. Его называли монастырем кающихся грешников. Холодное озеро, голый камень, уединение. Этими дорогами можно ехать бесконечно. Ландшафт меняется на каждом повороте. Я думаю, что в следующий раз нужно посвятить дорогам Армении отдельное время, чтобы с остановками, не спеша.
Еще одна остановка – Гошеван, ранее Нургитик, назван в честь Мхитара Гоша, основателя монастыря, мыслителя и общественного деятеля, автора первого армянского свода законов. Монастырь был важным центром просвещения. Основан в начале XIII века на месте разрушенного землетрясением монастыря Гитик. Да, армянские храмы похожи друг на друга. Строгие, каменные, без лишнего блеска. Но, наверное, в этом и есть их сила. Каждый из них – часть непростой истории, страница книги, которую Армения пишет уже более 2000 лет. Армянская архитектура – про выносливость. Эти храмы пережили землетрясения, нашествия, империи. Они стоят и молчат, но в их молчании история народа, который не исчез. Каждый храм строился не ради красоты, а ради смысла, чтобы быть крепостью духа, укрытием. Да, они похожи, но это как с людьми. Важно не то, как они выглядят, а то, что они несут внутри. Ну и напоследок, уже на закате, мы приехали в окруженный лесами и ручьями Дилижанского заповедника Агарцин, монастырь XI-XIII века, тоже в числе разрушенных и разоренных в период нашествий турок-сельджуков. В Армении широко известна история недавней реставрации этого монастыря. Арабский шейх эмир Шарджи Мухаммад Аль-Касими, побывав в Агарцине, сказал: «Я почувствовал здесь Бога», и пожертвовал огромные средства на восстановление этого комплекса. Армения отметила его вклад в укрепление связи арабского и армянского народов высокими наградами, и он стал частью истории этого места. И это очень вдохновляющий пример того, как разные религии могут вместе не только сосуществовать, но и помогать сохранять культурное наследие друг друга. А ведь стоит задуматься, что это было больше, чем благотворительность. Это был жест, мощный, тонкий, личный, жест уважения, открытости и глубинного понимания того, что культура и вера могут быть не стенами, а мостами между народами. Наше путешествие заканчивается. Впереди новые маршруты, но ощущения и воспоминания об этих днях останутся с нами надолго. Вкус родниковой воды, чистый горный воздух, аромат и вкус еды. Простой, но какой-то настоящий, что ли. Хлеб, вино, сыр, травы и, конечно, мясо. Гостеприимство и доброта людей – это то, что невозможно забыть. Мы постарались наполнить каждый день этого путешествия. Сотни километров, десятки локаций, и это все лишь малая часть того, что хотелось бы еще увидеть. Но уже понятно, Армения – это не место, это чувство. Мы хотели повернуться, пройтись по новым дорогам, снова отведать долму и ламаджа под бокал местного вина, встретиться со старыми друзьями и, возможно, найти новых, снова почувствовать этот удивительный, добрый, самобытный армянский мир. В конце хочется сказать теплые слова армянам. Вы прошли через многое, но сохранили главное – свою культуру, свою идентичность, свою душу и свое бесконечное гостеприимство. Спасибо вам за это. Шнуракалитюн Шат Армения. И до свидания.